Бог Стрибах. О том, что собака лает, ветер носит, а сила в умении двигаться вперед. Тот, кто дарует нам свободу быть самим собой и двигаться в желаемом направлении. Это сказ о боге Стрибоге, вольном ветре, мира яве, подаренный нам северной ведуньей Ольгой Баяновой в книге «Славянские резы рода». Что вы знаете о нем? Послушаем. А дело было так. Бог Стрибах родился волшебным образом одновременно с Семарглом и Радагостом при ударе волшебного молота бога-кузнеца Сварога, а камень — Алатырь. Все трое высокие, гибкие, подвижные. Стрибах темнорусый, Семаргл огненно-рыжий, Радагост темноволосый. Семаргл — кузнец. Заслышав о намечающейся войне между Правью и Навью, снял свой кузнечный фартук, вытер пот со лба и нашел на дальней полке свой боевой молот. Вышел на воздух, раз крутанул в воздухе молотом, давая руке привыкнуть, два крутанул, нахмурился, крутанул изо всех сил. Тут с отвычки-то молот выпал и трижды подскочил на каменном основании. А это был не простой камень, а сам Алатырь камень, сакральная середина всех родных миров. Потому, пока Сварог, пыхтя носом от гнева, наклонялся и поднимал свой молот, от 3 ударов и искр поднялись 3 воина, 3 плечистых брата — Стрибах, Семаргл и Радагост. Сварог на ту пору еще не женат был на ладушке, и по-волшебному так все вышло, что стал бог-кузнец отцом сразу 3 взрослых сыновей. Обрадовался Сварог подмоге в предстоящей войне, похлопал Стрибога по плечу, проверил Семаргла на крепость рукопожатия, а когда Радагоста дошел, то остановился и посмотрел тому в глаза. 3-й сын поклонился уважительно отцу, что-то сказал тому негромко, другие братья и не услыхали, что. Радагост коротко кивнул братьям, промолвил: «Не судите сами, не судимы будете», сел на черную лошадь и скрылся в направлении запада. Стрибах и Семаргл переглянулись, одинаково пожали плечами и спросили у отца, что делать-то. Тот стал спрашивать, мол, что умеете-то? Оказалось, темно-русый Стрибах мог повелевать ветром, а рыжий Семаргл — огнем, хоть малый, хоть от земли до неба. Для самих это оказалось новостью, но все трое порадовались дарами от деда рода. Все началось быстро, войско Чернобога уже встало на границе Нави, и Правь ринулась в наступление. Стрибах, недолго думая, рванул на поле боя. Там он, пользуясь обнаруженными своими способностями, вносил великую смуту в ряды противника, сбивая с ног и вытесняя с поля боя 1000 черных жеребцов, извергающих пламя, и 1000 волшебников и волшебниц с жезлами, на которых были насажены ужасные черепа, 1000 черных птиц в небе. Рядом бился огнем его брат Семаргл. Но самое трудное началось, когда боги Прави обнаружили, что в темном войске есть и боги, которые перешли на сторону Чернобога, предводителя Нави.
Трудно биться с теми, кто так похож на тебя, норовом, речами и мечтами. Почему, да как и зачем нужна была эта война, это уж дед мне потом рассказал. А еще он сказал, что мир стоит до рати, а рать стоит до мира, что войны рано или поздно заканчиваются, оставляя после себя горечь опустошения и потерь. И послевоенные приобретения уже не кажутся нужными, раз за них заплачена такая, слишком непомерная цена, и этот обмен уже не кажется справедливым даже победителю. Воины праве, хоть и считались победителями в этом противостоянии, на деле мало оказались готовы к тому, что надо возвращаться к мирному труду и выполнению своих обычных обязанностей. Стрибаху и его брату Симарглу было хуже всех. Рожденным для войны им надо было вновь возрождаться, искать смысл существования. Но жизнеописание бога Стрибога дает нам убедительный пример того, что именно безвыходные ситуации дают силу для обострения воображения, свежести восприятия, усиления внимания и воли, что преобразуется в неожиданное решение создания нового и укрепления духа. Но это случилось совсем как не сразу. Летал Стрибах по 3 мирам, вольным ветром. Его неукротимый буйный норов тогда наделал много бед. Пристрастился он поднимать вихри до небес, ломая птицам крылья, бурей срывать крыши с домов, ветром ломать деревья и заваливать ими дороги. Великие бедствия причинял Стрибах, буйствуя в яве. Не раз поднимал ураганы где-то над теплыми морями и обрушивал его на землю ужасными ураганами. Вздымал ветер и буря, вроде и потише урагана, а мучила та людей подольше. Тут уж измывался скучающий Бог, придумывал разные способы досадить всем и каждому. То пыль поднимет такую, что без тряпки на лице не выйдешь, то снежную бурю закрутит, что исколет острыми льдинками за минуту, или просто без затей так быстро начнет летать по полям и садам, что ветви ломаются, плоды обсыпаются и зерна на землю ложатся. Призвал его на беседу Бог Род. «Ты что творишь?» — нахмурившись, вопрошал Род, глядя с великим укором на своего внука. «Это береза, не угроза. Где стоит, там и шумит. Тебе же, Стрибах, сила дана такая, что ты всю явь можешь за 8 суток облететь кругом и на 9 на место вернуться. Ты что ж так срываешься, что тебя никто остановить не может?» Стрибах молчал, уставив яркие глаза в пол, молчал, да не вынес давления. «Ты, отец...» — медленно начал он, все еще пытаясь сдержаться, «будто не понимаешь, как трудно забыть то, что я видел. Да, там, на войне, видел. Вот этими самыми руками.
делал. Тут Стрибах сжал руки в кулаки. И знаешь, в тот день битвы, для которого ты замыслил мое рождение, под вечер я съехался с темным воином на высоком черном коне. Бились с ним одним долго, до самого заката, и силы наши были равны и равно стали таять ближе к ночи. И когда последний яркий луч хорсовой солнечной колесницы упал и отразился от моего шелома и блеснул противнику в лицо, я, уже не помня себя, махнул мечом и рубанул тому по глазам. Шлем у него к тому времени был потерян, и это было последнее, что я помню. Моя жизнь началась и закончилась одним днем. Ночью трубили победу, которая стала для меня концом. Стали готовиться к раде, зажигали костры. Я ходил и искал тело высокого, темноволосого воина, моего брата Радагоста. Что ж, кто ветром служит, тому дымом платят. У Рода перехватило горло. Коли понял, зачем это надо было, так тому и быть. А коли не понял, значит так. Помолчали. «Лети, внук», — махнул рукой Род. «Но помни, как начнешь снова беды причинять, каково укнется, таково и откликнется, каково стукнешь, таково и отзовется. Найди в сердцевине своей силу изменяться, волю и гибкость. Лучше гнуться, знаешь ли, чем переломиться». Кое-кто считает, что в поле воля, кто в поле съезжается, родом не считается. Но для Стрибога сражение с братом оказалось тем, что порвало его дух в клочья, и он продолжал летать по всем краям, горам и весям, пытаясь собрать себя заново. И оставался по-прежнему гневлив и как-то бездумен. Как говорится, не гляжу, так не вижу, не хочу, так не слышу. Но все ж пришлось вольному однажды остановиться и обнаружить, что неволя-то учит. Однажды случайно Стрибах заглянул в Пенежскую пещеру, таинственную, темную, глубоко уходящую под горы. Удивился вольный бог, глянул сначала одним глазком, потом и весь со своими крыльями и удалью залетел, но то ли сам задел камни у входа, то ли кто из старших богов поспособствовал. Но посыпался обвал, и вольный ветер оказался запертым в каменной темнице. Напрасно Стрибах искал хоть щелочку наружу. Облетел все боковые проходы, бился о нерушимые стены пещеры, ничего не помогло. Притомившись, Стрибах присел на камень в самой большой пещере, на краю подземного холодного озера, и подумал: «Эк, меня прихватило, а ведь это то, чего я больше всего не люблю — сидеть взаперти на одном месте». Прошло сколько-то времени, а вольный ветер
продолжал оставаться в темнице, развлекал себя как мог, даже стал в небольших камнях круглые дырочки проделывать и кидать их в озеро, слушая бульканье утопающего камня. Обдумал и вспомнил все события своей жизни, ужаснулся разрушением, похвалил себя за подвиги. Но уныние все же постепенно охватило его, он уже попрощался с надеждой на свободную жизнь. Но Стребух еще помнил, что со стихией воды у него когда-то была дружба, и любимая игра была в салочки-догонялочки, кто кого догонит. Волны ветерок или ветерок, убежавшую волну, но уже без всякой надежды. Стал он слова речь в воде, что все же неспешно втекала в подземное озеро и вытекала через какое-то скрытое отверстие в каменной толще. Пала вода с небеси, лежала вода днем под солнцем, а ночью под месяцем, под буйными ветрами, под частными звездами. А омывала вода уроки, призоры, всякие оговоры ветряны, костоломные, подчеревные, думу свою, помышление свое, лихой взгляд отцову, думаю, материной от всех злых людей. Вода, сестрица, послухай меня, Стрибога, и мое чаяние воли вернуть, будь ласка. А мой смене Стрибога уроки и призоры, всякие оговоры, ветряны, костоломные, подчеревные думу свою, помышление свое, лихой взгляд отцову, думаю, материну, и это всех злых людей. Поможи меня свободу вернуть, во веки веков да будет так. Кое о Стрибах слова не договорил, кое переговорил, неявственно сказал. Будьте на мои слова ключ и замок отныне, век веком, да будет так. Ничего не изменилось в его темнице. Но вдруг заметил Стрибах в воде озера стайку крохотных слепых рыбок, торопливо плывущих куда-то по течению. И чуть было уже не скрылись с глаз долой, но засмеялся вольный бог, поймал миг и сжался в крохотный комочек в плавательном пузыре одной рыбки. А так вместе со стайкой подземных рыб Стрибах доплыл в воде к выходу родника наружу и с шумным выдохом выскочил в явь. С тех пор так и повелось. Этот случай оказался очень важным для бога Стрибога. Он понял, что его предназначение в свободном, неограниченном ничем творчестве, без оглядки на чье-либо мнение, и с тех пор служит примером в этом для всех людей. И сейчас бог Стрибах может превратиться в беспощадный ураган, приходит бурями и смерчами, создает разрушение дорог, мостов, домов и даже причиняет поражение обломками стекол домов, летящих быстрее птиц. Бывает гневлив батюшка Стрибах, это мы знаем очень хорошо. И есть причина для его гнева. Когда люди забывают о правилах развития человеческого духа, приходит рассерженный бог Стрибах и напоминает о том, что жизнь не может и не должна быть ровной и беззаботной, не может быть топтанием на одном месте. Движение, воля, устремление вперед и создание чего-то ранее небывалого — вот к чему призывает вольный ветер. Иначе наступает застой, равнодушие и бездействие. Но это бывает редко и не везде. Только в местах, где воздух сходится с водой, в облаках или на поверхности воды. Видно потому, что бог Стрибах с того времени зовет Мира Яви как помощницу в своих замыслах. Но укращает ныне Агидель вода вспышку гнева Стрибога, пусть и не сразу, и мягко очищает явь от последствий. Но в обычное время бог Стрибах, наполняя мир яви своим присутствием, делает жизнь человеческую возможной. Он и снаружи, и внутри.
Да и дедом ветров не зря слывет. Несут ветра большие и малые, весь воздух яви, переносят облака, помогают солнцу и воде, огню и земле. К вольному ветру обращаются ныне те, кто хочет совершить небывалое раньше, наполниться вдохновением, получить свободу, наполняющую паруса вдохновения. Норов его хорошо известен тем, кто носит его оберег и строит капище. Обычно спокоен, ясно мыслит, но легко меняет направление и быстро становится могучим и неукротимым. Непоседлив, не любит рутинную работу, предпочитает работу творческую, необыденную. Свободолюбив, предпочитает делать дела в одиночестве, а не в артели. Бывает резок и нелицеприятен. Уж как капище до алтарей Богу Стрибогу ставить, какие дары предлагать, какой оберег соединит человека с этим вольным Богом, да чем награждает быстрокрылый Бог. Это уж отдельный сказ будет. На благо